Здравствуй. Мы все любим ставить цели, планировать, но часто мы так и не реализуем свои цели. Или часто мы даже не знаем, чего мы на самом деле хотим. Возможно, у нас есть какие-то цели, желания, возможно, у нас можно составить огромный список своих целей и потребностей, но на самом деле это наши цели. Или потому что это сейчас модно, наши друзья, наше окружение так делает. Или, возможно, наши родители. Если говорить о профессии, наши родители, они были врачами, и мы так, ну, мы тоже пойдем, я тоже пойду на врача, потому что у меня в семье это происходит. Или сейчас очень модно идти в IT, поэтому я тоже туда пойду. Просто я не знаю, чего я на самом деле хочу, поэтому просто пойду туда. Так как же определить, чего мы на самом деле хотим? И сегодня я хочу тебе предложить одну технику, которая поможет в этом разобраться. Сейчас ты можешь увидеть на экране эту таблицу, как раз которую необходимо заполнить. Можешь это заполнить довольно быстро или потратить больше времени на размышления, чтобы понять, что для тебя важно. Итак, такой квадрат. И как раз в первой части можно написать, что я хочу и имею. Можно написать 5-10 вещей, которые ты хочешь в своей жизни и которые ты уже имеешь. Это может быть любимая работа, возможно, это учеба в университете, друзья, любимый человек, отношения или твое хобби. Вот все вот это вот конкретно записываешь, что ты хочешь иметь в своей жизни и что ты уже имеешь. Далее в другой стороне пишешь, что я хочу, но не имею. Это как раз то, что ты хочешь иметь в своей жизни. Но здесь может быть то же самое, если у тебя этого нету, или ты хочешь улучшить свое здоровье, хочу иметь крепкое здоровье, или хочу иметь там, диплом по определенному знанию английского языка, или, возможно, прочные отношения хочу иметь, хочу путешествовать там, 3 раза в год, или еще что-то. Ты просто выписываешь все то, чего ты хочешь, но пока что у тебя этого нету. И в третьем разделе мы как раз пишем, что я не хочу, но имею. Это самая негативная сторона нашей жизни. Возможно, есть какая-то болезнь, какой-то недуг, который у нас есть. Мы совсем его не хотим, но имеем. Или у нас есть проблемы в отношениях и так далее. Потому что нашему мозгу ему легче сосредоточиться на негативной стороне. У нас какие-то конфликты на работе, возможно, это часто, или какой-то стресс, проблемы в отношениях и так далее. Быстрее, скорее всего, у вас заполнится вот этот раздел, что я не хочу, но имею. То есть все свои трудности и проблемы в жизни, которые у нас есть, записываем туда. И самый последний – это не хочу и не имею. Чего у нас нету и чего мы не хотим. Чего мы не хотим? Мы не хотим бедности, мы не хотим жить на улице, мы не хотим голодать и так далее. Вот да, это прозвучит странно, но эти два, это первый и четвертый, что я хочу и имею, и чего я не хочу и не имею. Это два таких крайних полюса, уже от которых мы можем отталкиваться. И сейчас можем просто перемещать те пункты, которые у нас есть с третьего во второй. То есть из «не хочу, но имею» в «хочу, но не имею». Как это сделать? Допустим, в третьем столбике у вас есть «не хочу, но имею» какое-то, не знаю, заболевание, если это какое-то не хроническое заболевание, какой-то недуг. «Не хочу, но имею». Ну, для девушек это будет актуально. «Не хочу, но имею там 10 лишних килограмм» и так далее. «Не хочу, но имею проблемы на работе». Вот. И важно сейчас просто переформулировать из негатива это все в позитив, чтобы это перешло из третьего столбика во второй. Допустим, у меня есть не хочу, но имею конфликты на работе. Как это переформулировать? Чего я хочу? Я хочу хороших отношений с коллегами, я хочу мира на работе, спокойствия на душе и так далее. Зачем это нужно? Потому что чем больше мы концентрируемся на негативе, тем больше наш мозг автоматически уже ищет этот негатив. А если мы концентрируемся на позитиве, тогда как раз наш мозг будет автоматически искать позитивные вещи в жизни.
Это не про позитивное мышление и говорить только о позитиве и так далее. Это для какого-то баланса. Конечно, необходимо следить за негативными вещами в жизни, чтобы быть более осторожными и как-то не попадать в какие-то неприятные ситуации в жизни. Но больше необходимо как раз смотреть, куда мы идем. Не только то, где мы сейчас находимся, не смотреть в прошлое, то, что у нас сейчас есть, но и смотреть то, куда мы хотим пойти. Самый простой пример, вот представь, что тебе говорят, смотри, только не упади, будь аккуратнее, только не упади. Вот какая первая картинка у тебя возникает в голове? Как ты падаешь. Есть вот эта вот картинка, и мы постоянно на ней сосредоточены. Если я не хочу проблем на работе, то мы думаем, на работе проблемы. И это мы постоянно крутим в голове. И если мы будем думать, что я хочу мира на душе, мира с коллегами и так далее, мы будем на этом концентрироваться и искать те самые мелкие какие-то ситуации и признаки того самого мирной обстановки, за что мы как раз будем благодарны, что сегодня все прошло хорошо. Концентрироваться на этом. И вот когда у вас есть уже этот список тех самых целей, желаний, чего вы хотите, во втором столбике «хочу, но не имею», это что возможно? Или какой-то сертификат английского языка, или диплом о высшем образовании, или это новая работа, или это прочные отношения, или столько, очень много целей может быть. Возможно, вы хотите, не знаю, купить собаку, вырастить дерево или еще что-то такое. Примерно 10 целей, задач, целей, и можете прошкалировать каждую из этих целей. И, допустим, цель сменить работу, то сколько других целей в этом списке одна эта цель, она сможет помочь вам. Допустим, если вы получите работу, то скольким еще целям из этого списка одна эта цель поможет. Допустим, если я получу работу, то поможет ли мне это получить сертификат по английскому языку? Ну, если на работе нет особых курсов английского языка, то вряд ли. Поможет ли это вырастить дерево, если я получил другую работу? Нет, не совсем. Но, допустим, если я получу сертификат об английском языке, поможет ли мне это найти другую работу? Да, поможет. Поможет ли мне сертификат об английском языке, не знаю, переехать в другую страну и путешествовать? Да, поможет. То есть эта цель тоже закрывается. И напротив каждой цели ставим, сколько целей, других целей из этого списка одна эта цель помогает достигнуть. И так же вот с каждой целью. И тут вы увидите, какие именно цели мне необходимо в первую очередь достигнуть, так как они уже помогут другим целям. То есть если мы очень хотим вырастить дерево, но скольким целям из списка это поможет? Ориентируйтесь на ваш список. Потому что я часто такое встречала, что люди так, я хочу выучить, допустим, французский язык. Но, окей, выучить французский, научиться играть на пианино и прочесть Шопенгауэра в оригинале. Допустим, это здорово, это прекрасные цели. Но в то же время, если у человека проблемы со здоровьем, если у него прям серьезные проблемы со здоровьем, что происходит? Он ставит свои цели, вот эти вот 3 цели на год, которые я озвучила, но через пару месяцев он такой, нет, вообще-то у меня много других дел, и у меня проблемы со здоровьем, и вообще я не могу вот этими целями заниматься. Более важные ценности, которые связаны напрямую с нашими целями, с нашими истинными целями, то есть здоровье. Для меня важнее здоровье, чем, простите, Шопенгауэр, по крайней мере, в этот период жизни. И поэтому что необходимо было сделать? Это как раз рассмотреть тему здоровья и что необходимо сделать, какие цели поставить, чтобы улучшить свое здоровье. Потому что, согласитесь, если у нас будет хорошее здоровье, то мы намного больших целей сможем достичь, чем если у нас будут какие-то болезни. Тогда просто прошкалируйте и посмотрите. И это как раз те самые цели, которые вам помогут в жизни. Потому что они основаны на ваших ценностях, а не просто на том, что он сказал или она сказала. Попробуйте. Спасибо.